Истребители НАТО открыли огонь. Атака на американских военных. США заявляют об ответном ударе и поражении целей. Нападения на силы Америки. Путин экстренно направляет помощь. Вылет спецборта из России. Что происходит? Выстрелы американских систем у Калининграда. Вильнюс и Вашингтон зарядили батареи «Хаймарс». Для чего? Генсек НАТО и Зеленский под ракетным обстрелом. Киев заявляют об ударе во время возложения цветов. Спецслужбы при этом рапортуют: в тюрьму отправлен тот, кто хотел убить Зеленского. Покушение сорвано, озвучен срок. ВСУ взяли под огневой контроль регион РФ. Экстренно собран оперативный штаб. Заявление для жителей региона. Громкая ликвидация. Убит сын Муаммара Каддафи. При каких обстоятельствах и кто решил устранить наследника ливийского диктатора? Переговоры в Абу-Даби. В США призывают дотянуться до Москвы томагавками. Британская спецслужба заявляет о крепком здоровье Путина и провале надежд Запада. Арест крота в Минобороны и заявление о начале гражданской войны. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядков». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Поддержите прямо сейчас лайком, комментарием и репостом, а я начинаю. Максимальное приближение. Балтика под прицелом «Хаймарс». Американо-литовские удары недалеко от Калининграда. Военные Вашингтона и Вильнюса открыли огонь по целям в Балтийском море. Выстрелы прозвучали на полигоне Кайряй под Клайпедой. Регион на время стрельб фактически закрыли. Дороги, судоходство, воздушное пространство были под запретом использования. Все в условиях реального боевого сценария. Ракеты запустили над Куршским заливом и Куршской косой. Падение в Балтийском море примерно в 15 километрах от точки пуска. Это не демонстрация, это отработка, заявляют в Литве. Военные прямо говорят о цели. Командир литовской батареи «Хаймарс» подчеркивает: системы нужны не только для обороны, но и для действий в рамках НАТО. Радиус поражения до 300 километров. Это сигнал сдерживания, адресат которого угадывается без пояснений. Учения проходят совместно с США на фоне подготовки Литвы к получению собственных «Хаймарс». Программа предназначена для развития способностей и операционных мощностей литовских военнослужащих с созданием условий для подготовки и сертификации операторов «Химарс» в Литве. Совместные учения являются важным этапом интеграции систем «Химарс» в структуру сухопутных сил литовской армии. Обращение Берлина к Москве. Немцы призывают россиян остановить войну. Заявление сделал глава немецкого МИДа Йохан Вадефуль. Он также ответил Москве на обвинение в реваншизме. Вадефуль назвал заявление России дешевой попыткой отвлечь внимание и заявил, что Германия не собирается молчать. Выступая 3 февраля на встрече с главой МИД Новой Зеландии, Вадефуль напомнил: Берлин не отрицает своего прошлого и признает, что был освобожден от нацизма ценой огромных жертв, но подчеркнул: история не станет поводом закрывать глаза на происходящее сейчас. Такое обращение стало ответом на заявление Москвы. Там накануне обвинили ФРГ в стремлении к реваншу и напомнили о поражении нацистской Германии во Второй мировой войне, указав на поставки немецкого оружия Украине, при этом заявив, что спустя 80 лет оно снова стреляет по российской территории. Мы знаем, что были освобождены от нацистского режима, в том числе ценой жертв в Советском Союзе. И это были и жертвы из Украины, а также другие народы Советского Союза. В Германии эту историческую истину не подвергают сомнению. Но мы не позволим заставлять нас и других молчать, когда речь идет о том, чтобы однозначно осудить преступные действия современной России. Переговоры возобновляются. 4 и 5 февраля Россия, Украина и США вновь за столом переговоров, несмотря ни на что. Главные темы – нерешенные вопросы, территории, гарантии безопасности и сферы влияния. Переговорные группы уже в Абу-Даби. Украина заявляет, что позиция будет скорректирована из-за вчерашнего удара по стране. Зеленский заявил о срыве договоренности и что перемирие не длилось неделю от того дня, как о нем заявил Трамп. То есть либо Россия теперь считает, что в неделе неполные 4 дня вместо 7, либо они реально делают ставку на войну. Только дождались самых холодных дней этой зимы, когда на значительной территории Украины больше, чем минус 20 по Цельсию. В России же заявляют, что давали обещание не бить лишь до 1 февраля. Все, что дальше, это приказ Путина. Киев при этом заявляет: Россия нанесла ракетный удар, когда Зеленский и генсек НАТО Рютте, который накануне приехал в украинскую столицу, возлагали цветы. Кстати, когда мы сегодня вместе с Марком возлагали цветы, Россия снова нанесла ракетный удар. Вы знаете, что на рубеж заходил российский самолет. Понятно их отношение к деэскалационным шагам. Банковая требует реакции США. США отвечает: для Трампа обстрел не оказался сюрпризом. Мы увидели, что Россия нанесла одни из самых массированных ударов за этот месяц. Какова ваша реакция? Да, я говорила с президентом об этом сегодня утром, и его реакция заключалась в том, что, к сожалению, он не был удивлен.
Украина должна иметь возможность дотянуться до Москвы. Ей нужны томагавки, и их призывает передать сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он заявил, что давление Трампа на Путина не действует, а поэтому надо браться за оружие. Наконец, после вчерашней массированной атаки, я бы призвал президента Трампа начать процесс предоставления Украине ракет «Томагавк», что стало бы военным переломным моментом. В ближайшие дни и недели мы должны усилить давление на Путина. Любые переговоры, которые будут выглядеть как чрезмерное вознаграждение за агрессию, запустят цепь катастроф по всему миру. Обратное также верно. Масштабный ответный удар. ВСУ взяли под огневой контроль регион РФ. Атакована территория России. Ракетная атака по Белгороду. Значительное разрушение на инфраструктурном объекте, заявляют власти города. В Белгороде перебои со светом, водой и отоплением. После обстрела Белгородской области экстренно собран оперативный штаб по восстановлению энергетики. Власти признают, подробности работ раскрывать нельзя. Аварийные бригады работают с первых минут, обследуют повреждения и сразу запускают восстановление. В регионе запущена резервная генерация. Генераторы уже подключают на объектах энергетики, водоснабжения и водоотведения. Вечером 3 февраля на заправках образовались очереди из-за спроса на топливо для генераторов. Но власти заявляют, дефицита нет, все АЗС работают. Пункты обогрева пока не разворачивают, но регион готов к любому развитию событий. Надежды Запада на то, что время играет против Путина и его скоро не станет, надо бросить под нож. Так считает бывший глава Ми-6 Ричард Мур. Он заявил, что Путин достаточно здоров для своего возраста и рассчитывать на скорый финал его правления не стоит. В интервью профессору Королевского колледжа Лондона Лоуренсу Фридману Мур подчеркнул, власть Путина в России остается крепкой, он закрепился в кресле президента, контролирует ключевые процессы и при этом удерживает баланс между группами влияния, которые теоретически могли бы угрожать его позиции. И уже в другом интервью Мур раскрыл детали, как британцы и американцы следят за Китаем и Россией и на какие заявления и слова Путина и Си Цзиньпина обращают внимание. Мур называет Путина диктатором. Если вы хотите понять стратегические намерения диктатора, просто читайте, что он говорит. Си Цзиньпин и Владимир Путин достаточно подробно изложили свое стратегическое видение. Путин сказал нам все, что нужно знать о том, почему он стремится доминировать над Украиной. Наша задача — понять, где он находится сейчас, о чем думает на следующем этапе, как он относится к переговорам, что происходит на поле боя, что ему говорят генералы и насколько это точно. Предатель в окружении военных. Удар по оборонному ядру Польши. Варшава заявляет о масштабной спецоперации. Задержан сотрудник, годами работавший в Департаменте стратегии и оборонного планирования, одном из самых чувствительных подразделений Министерства национальной обороны. Польские медиа пишут, контрразведка вела его месяцами. Все действия фиксировались, доказательная база крайне сильная. В спецслужбах называют операцию уникальной. Подобных задержаний в последние годы не было. Речь о человеке, который десятилетиями находился внутри системы, имел доступ к критически важной информации и, по версии следствия, сотрудничал с иностранными разведками. СМИ Польши уточняют, что, вероятно, речь идет о сливе информации Москве и Минску. В России и Беларуси этой информации пока не комментировали. Наш источник подчеркивает, что дело носит исключительный характер. В последние годы не было операций подобного рода, а задержание предполагаемого шпиона, работавшего в столь чувствительном месте, как Министерство национальной обороны, следует расценивать как несомненный и крупный успех нашей контрразведки. Покушение на Зеленского сорвано, а исполнитель за решеткой. Опять же, Польша заявляет о финале в громком деле. Суд поставил точку. 51-летнего поляка признали виновным в шпионаже в пользу России и подготовки покушения на Зеленского. Согласно материалам следствия, мужчина собирал данные об охране аэропорта Жешув-Ясенка, ключевого хаба, через который летает Зеленский. Эти сведения могли быть использованы для физического устранения. По данным польских и украинских спецслужб, рассматривалось два сценария. Зеленского хотели убить либо FPV-дроном, либо с помощью снайперского комплекса. Сам обвиняемый заявил о готовности сотрудничать с российской военной разведкой, присоединиться к группе Вагнера и структурам ГРУ Генштаба РФ. Покушение удалось предотвратить благодаря совместной операции Агентства внутренней безопасности Польши и СБУ, говорится в материалах следствия. Подготовка атаки была сорвана еще в апреле 2024 года, а в 2025 году дело передали в суд. Сейчас же поляка приговорили к 3,5 годам тюрьмы. Они, в частности, должны были заключаться в передаче информации о системе охраны и безопасности аэропорта Жешув-Ясенка. Раскрытие таких сведений могло бы оказать помощь при планировании покушения на жизнь президента Украины Владимира Зеленского.
Мужчина также заявлял о готовности вступить в диверсионную группу, известную как группа Вагнера, а также в воинское подразделение Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Заявление о начале гражданской войны и общая тревога власти США срочно вводят нательные камеры для иммиграционных агентов в Миннесоте после 2 смертей на протестах. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм объявила, что решение вступает в силу немедленно и затронет всех федеральных агентов в Миннеаполисе. Поводом стали январские убийства граждан США Рене Гуд и Алекса Претти, застреленных сотрудниками иммиграционной службы и пограничной охраны во время акций против облав на мигрантов. Администрация Трампа рассматривает расширение системы видеоконтроля на всю страну на фоне растущего давления демократов и частичного шатдауна. При этом человек, который вхож в овальный кабинет, близкий друг Трампа, американский миллиардер Илон Маск, отреагировал на протесты и столкновения с полицией в Миннеаполисе. Он согласился с мнением, что США на грани гражданской войны. В соцсети X он отреагировал на пост пользователя, который написал о массовых беспорядках на улицах США следующее, далее цитата: «Пора смириться с тем, что гражданская война 2.0 уже началась». В ответ Маск коротко написал: «Такое ощущение». Поднята авиация. Истребители НАТО открыли огонь. Атака на американских военных отбита. США заявляют о нейтрализованной угрозе. Американские военные уничтожили иранский беспилотник, который приблизился к авианосцу Авраам Линкольн в Аравийском море. Дрон «Шахед-139» был сбит истребителем в режиме самообороны. Инцидент произошел на фоне попыток запустить ядерные переговоры между США и Ираном и на фоне прямого предупреждения Трампа: если сделки не будет, плохие вещи неизбежны. По данным американских военных, иранский беспилотник «Шахед-139» летел в сторону авианосца с неясными намерениями и был сбит американским истребителем F-35. Истребитель F-35C с авианосца Эбрахам Линкольн сбил иранский беспилотник в целях самообороны и для защиты авианосца и находящегося на борту персонала. Через несколько часов еще один опасный эпизод. Катера «Ксир» и иранский дрон попытались остановить американский танкер в Ормузском проливе. Судну угрожали захватом. Ситуацию разрядило вмешательство корабля ВМС США. В то же время Трамп снова играет на грани войны и дипломатии, и Иран это чувствует, пишет Axios. Уже в пятницу состоятся переговоры между США и Ираном, но при этом на столе остается военный сценарий. В настоящий момент Трамп идет по дипломатическому пути, но он может свернуть с него довольно быстро. Если Иран не придет на переговоры в пятницу с чем-то осязаемым, он может очень быстро оказаться в крайне тяжелом положении, заявил высокопоставленный представитель одной из стран-посредников. Путин срочно направил помощь. Спецборд РФ отправлен союзнику. Российский военный Ил-76 экстренно приземлился на военной базе под Гаваной, повторив маршрут, который ранее фиксировали перед арестом Мадуро в Венесуэле. Самолет, связанный с российским оборонным сектором, прошел через Россию, Африку и Карибский бассейн. Все посадки были согласованы, несмотря на западные санкции. Этот же борт ранее летал в Венесуэлу и Никарагуа, незадолго до американской операции, завершившейся захватом Мадуро. О главных точках передвижения самолета сообщает любимый телеканал Трампа Fox News. Там напоминают, что все происходит на фоне усиления давления на Кубу. Трамп на днях лишь объявил чрезвычайное положение по Кубе, угрожает санкциями за поставки нефти и уже ведет прямые переговоры с кубинскими властями. Куба также ввела чрезвычайное положение. При этом, что именно доставил Ил-76, неизвестно, но ранее он перевозил российское вооружение, включая системы ПВО. Ил-76 способен доставить 50 тонн груза или до 200 человек. Авиакон «Зитатранс» находится под санкциями США, Канады и Украины за поддержку российского оборонного сектора. Авиакон «Зитатранс» осуществляла перевозки военной техники, включая ракеты, боевые части и комплектующие для вертолетов по всему миру, заявило Министерство финансов США в январе 2023 года, когда авиакомпания была включена в санкционный список. Убит Саиф иль-Ислам Каддафи, сын ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Об этом сообщает Рейтер. Обстоятельства смерти остаются неясными. Подтверждение поступило от источников, его адвоката и ливийских СМИ. В 2011 году, после падения режима его отца, Саиф Каддафи провел около 6 лет под стражей у зентанского ополчения. В 2015 году суд в Триполи приговорил его к смертной казни за военные преступления, однако приговор не был приведен в исполнение, поскольку он не находился под контролем этих властей. В 2017 году он был освобожден по закону об амнистии, после чего жил на свободе, скрываясь из-за угроз безопасности. При этом он оставался в розыске Международного уголовного суда, несмотря на амнистию внутри Ливии.
Стремясь избавить Ливию от статуса государства-изгоя, Саиф аль-Ислам налаживал контакты с Западом и позиционировал себя как реформатора, призывая к принятию Конституции и соблюдению прав человека. Выпускник Лондонской школы экономики, свободно владевший английским языком, он в определенный момент воспринимался многими правительствами как приемлемое, ориентированное на Запад лицо Ливии. И напоследок вот о чем. Совы под ударом. Ночной образ жизни, неважно, работаете вы или развлекаетесь, напрямую бьет по сердцу и может стоить жизни. К такому выводу пришли ученые Американской кардиологической ассоциации. О деталях недавнего исследования пишет Нью-Йорк Пост. В нем задействовали 320 тысяч человек, сов и жаворонков от 39 до 74 лет. Результаты впечатляющие. У людей, активных по вечерам и ночам, здоровье сердца заметно хуже, чем у жаворонков. Повышенный риск инфаркта или инсульта, говорят ученые. Авторы исследования подчеркивают, часть рисков связана с привычками и может быть снижена, но предупреждают, вечерний тип требует особенно жесткой дисциплины. Рекомендация довольно простая. Ложиться спать до часа ночи, иначе последствия для сердца и психики могут быть необратимыми. Другие исследования показывают, что совы также чаще страдают от депрессии, имеют более высокий риск преждевременной смерти, развития деменции, диабета и шизофрении. При этом многие работы отмечают, что риски связаны и с ночным образом жизни, курением, частым употреблением алкоголя и другими поздними развлечениями. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое, как всегда, за поддержку, хороших новостей, дня и настроения. И до встречи уже завтра.